Итак, всем привет! Сегодня я хочу вам показать видео про то, как сделать, гравировать, китайским лазером недорогим. Он у меня 40 на 50 сантиметров площадь у него. Как делать, к примеру, вот такие вот картинки. Это на ДВП выжжено. Затрат почти никаких, все делает программа. Главное правильно настроить. Вот это вот одна из первых моих картинок. Это на стекле сделано уже. Это вообще гравировка, какую у меня как-то так получилось, что, такой гравировки еще в интернете не видел. Может быть, в следующем видео расскажу, как ее делать. Это полностью на стекле, и под стекло просто подложено уже потом альбомный лист. Вот. А вот еще одна. Так, ну что, теперь я убираю эту картину. Если, может, кто не поверит, это действительно простая обычная фанера. Но здесь все выжжено, тут не видно будет, что это фанера, понятно. Ну, обычная фанера. Фанера ДВП. Так, вот он лазер мой. Это у меня штатив мелькнул в камере. Ладно. А сегодня я хочу вам показать, как делать вот этого льва. Вот мы его сейчас будем делать. Сейчас я закреплю камеру, нажму пуск. Сначала покажу процесс весь. То есть выжигание, процесс выжигания, потому что это самое интересное, я думаю, для вас будет. А потом уже, кому интересно, оставайтесь дальше на этом видео, и вы увидите, вернее не увидите, а расскажу, какой программой работаю, какие настройки, и так далее. Так, вроде установил, должно хватить на весь экран. Просто выше я уже камеру поднять не могу. Так, сейчас я покажу, каким размером будет. Да, картинка, и как раз увижу сам, влезет ли в камеру. Вот он, лазер, показывает, каким размером будет картинка. И увидите ли вы ее полностью. Да, как раз. Все нормально, значит, вы все увидите полностью, весь процесс, пока она не закончится. Так, все, я нажимаю пуск и поехали. И лазер начинает рисовать. Это процесс долгий. Это будет длиться несколько часов. Пока что показывает, что он будет выжигать. Так, 5 часов. 5 часов будет выжигать. Поэтому я сейчас камеру переведу в режим замедленной съемки. И вы потом в ускоренном темпе увидите полностью весь процесс выжигания. Я поставлю в режим где-то 1 секунда, 1 кадр в 10 секунд будет сниматься. То есть как таковой лазер вы видеть, наверное, не будете, как он бегает. Но у вас на глазах родится эта картина. Так. Пока вступление все. Дальше смотрите, как нарисуется картина, а потом, кому интересно, оставайтесь дальше на моем видео этом ролике, и я расскажу вам, что почем по настройкам.
Итак, вот он, лазер заканчивает почти, ну не то что заканчивает, еще полчаса, ну основное все нарисовано. Вы уже можете посмотреть, что получается. Ему осталось дорисовать только низ гривы, но это уже не интересно. Главное вот морда. Прорисовывается каждая точка. Главное фотографию брать высокого качества, HD. Чем больше изначальный формат фотографии, тем лучше будет фотография. Ну, картинка на выходе. Прорисовывается тогда каждый волосок. Видно усы, видно каждую точку. Даже видно блеск в глазах. Я не знаю, камера это передаст, нет. Вот, а теперь я расскажу немного об этой программе. Ну, наверное, кто занимается, догадались, знаете, что это программа RIPS. Это единственная программа в интернете, которая может делать вот это вот. Ну, она платная. Из бесплатных программ, сколько я копался, больше 5, около десятка программ нашел платных, чем бесплатных. И ни одна из них даже близко не стоит рядом с рипсом. Единственное, что есть, ну, стандартный бинбокс, который, в общем-то, идет в комплекте с этим лазером. Но на ней родная прошивка, не ахти, она не работает. Есть другая прошивка, я не помню, или May-блок, или Main-блок называется она. У меня есть, но я сейчас не буду искать. Захотите, если найдете в интернете, запросто. Она в свободном доступе. Прошивка эта. Вот на ней можно регулировать мощность лазера. Ну, в бинбоксе. И она, ну, что-то подобное может делать, но только вот эту картину, это она у меня 35 на 35 сантиметров получается. Так вот эту картину она рисовать будет несколько дней. А рипс рисует намного больше. Ну, правда, чуть больше 5 часов, чем я вам говорил изначально в начале ролика. Потому что уже даже на улице рассвело. Уже 7 утра. Я выспался, проснулся. А он еще рисует. Ну да это ладно. Ради такого можно потерпеть. Ради таких картин. Так, дальше. Рипс. Рипс еще. Она стоит, но это уже сами вы решите. Ну, вернее, посмотрите, сколько она стоит, если заинтересует. Так. Я уже 2 месяца роликов на эту тему не искал. Знаю, что раньше, ну, настройка рипс и так далее, вот это все, когда я ее покупал, я ее в мае покупал, эту программу. Так вот, на ютубе я не нашел ни одного ролика, где можно было бы подключить рипс и потом с нее переходить на бинбокс и так далее, то есть без всяких переделок. Там есть ролики про то, как сделать управление на рипс, то есть отдельный пульт. На лазерной головке вот здесь вот перепаивается конденсатор, то есть обратного пути уже нет. Я сейчас вам быстренько расскажу, как сделать легко, переделать вот эту ардуинку, которая стоит, вот она. Вот к ней шнур, вон она светится. Это плата, это у меня запасная уже. Как ее легко переделать, чтобы можно было с нее, если надо, переходить на бинбокс. Тут элементарно. Так, сейчас фокус поймал. Вот, видите, две ножки D10 и D11. Питание на лазер идет с 11 ножки D11. Это на лазер питание идет. Вот в бинбоксе, если вы занимались, то переводите на 11 ножку, и он начинает рисовать. А в рипс питание идет с 10 ножки. Поэтому я с 10 и с 11 ножки вывел по проводку. Вот они, эти провода. Ай, вот они. Вот эти два провода, они идут у меня с платы. И идут они на перемычку. Вот, то есть я поставил перемычку, у меня работает рипс. Убрал перемычку, у меня работает бинбокс. Ну, понятно, все время перепрошиваем. На рипс, на бинбокс своя прошивка, конечно. Вот, и больше тут ничего сложного нет. Никаких там замен конденсаторов, там отдельных пультов выписывать с Китая еще. Это что-то очень большой геморрой там придуман.
Это я просто связался с автором этой программы, и он мне рассказал, как это все быстро делается. У него сейчас вышла версия 1.6, по-моему 1.6, да, в которой, как он пишет, не надо даже перепаивать и так далее. Я пробовал с 11 ножки, у него лазер ждет так же, как Бинбокс, в одной паре, и никакие тона не меняются, то есть серого цвета нет. Он жгет просто черным. Поэтому вот у меня версия 1.4, она мне нравится больше всех и по настройкам, и по качеству изображения. Вот, так, что-то много хотел рассказать, и все забыл. Что еще? Вот, короче, так, ну еще, в этой программе не надо переделывать вообще фотографии. Тут есть редактор, в котором переделываете в черно-белый, переводите, и размер изменяю. И все, больше я ничего не делаю с фотографиями. Ну, единственное, когда много фона, я его обрезаю, вот, чтобы была одна голова там, или лицо человека, например. А в других программах нужно переводить в BMP файл, там G-код, там столько геморроя, и в итоге на выходе фотографии получаются намного хуже, чем в Rixi. И не подумайте, что это реклама. Просто в благодарность этому человеку, который сделал такую программу. Это Роман Козырев. Я упоминаю его, ну, не в качестве рекламы, но, короче, молодец пацан. Он молодой пацанчик, ему за 20 лет, как я понял. Ну, в этих делах он понимает побольше многих программистов. И на письма отвечает, и помогает настроить программу, все. Так, что еще сказать? Что же вам еще тут сказать, чтобы потом поменьше вопросов было? Наверное, все. Да, все, на этом я заканчиваю свое видео. И, возможно, если понравится вам, я продолжу на эту тему снимать ролики. Все, да, пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если какие вопросы, пожалуйста, я отвечу. Все, всем пока.